Сейчас при помощи скалки будем раскатывать наше слоеное тесто. Я, кстати, очень грозно с ней смотрюсь. Всем привет! Меня зовут Анна Малина, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Очень часто, готовя по рецептам из интернета, мы сталкиваемся с кучей ошибок, и после чего у нас вообще ничего не получается, и, конечно же, тяга к готовке, к кондитерскому искусству и также радовать своих близких пропадает. Уникальность моего канала в том, что, готовя вместе со мной, вы приготовите, и у вас получится все на 100%. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии и готовьте вместе со мной. А сегодня мы будем готовить очень классный, легкий, крутой рецепт, универсальный пирог выходного дня. Если вдруг вам внезапно позвонили гости, или дальние родственники, или ближайшие родственники решили вдруг нагрянуть, а у вас в холодильнике пусто, не проблема. Вы можете приготовить этот пирог, он готовится буквально 30 минут. И, конечно же, порадовать своих друзей и родных. Итак, для приготовления нашего супер вкусного и простого пирога нам понадобятся следующие ингредиенты. Это слоеное тесто, 500 грамм, я взяла бездрожжевое. Далее нам понадобится обычный сыр. У меня это российский сыр, вы можете взять любой другой сыр. Можете взять менее калорийный, можете взять более калорийный, тот сыр, который вам нужен. Самое главное, чтобы он был твердого сорта. Далее нам понадобятся помидоры, также нам понадобится ветчина. И для смазывания пирога нам нужно будет одно яйцо, смешанное вместе с молоком. Прежде чем начать готовить, обязательно включите духовку, поставьте духовку на 180 градусов для того, чтобы сэкономить время и чтобы пирог приготовился намного быстрее, так как в разогретой духовке время приготовления уже сокращается. И мы сейчас с вами минут за 10 уже соберем пирог и поставим его в духовку, которая уже будет готова. Поэтому приступим. Сейчас при помощи скалки будем раскатывать наше слоеное тесто. Я, кстати, очень грозно с ней смотрюсь. Тесто мы выкладываем, тесто размороженное, присыпаем силиконовый коврик или просто обычный стол, который у вас начисто вытерт, мукой, и начинаем раскатывать. Раскатываем до получения прямоугольной, довольно-таки тонкой формы. Где-то у нас должна получиться толщина нашего пласта миллиметров 5-7, где-то вот так вот, я думаю. Отлично. Здесь точно не прилипнет. Разрезаем пласт на 4 части, на 4 ровные части, вот таким вот образом. У нас получается 4 равных прямоугольника. И начинаем готовить начинку, которая буквально за 5 минут, даже может быть меньше, у нас будет готова. Я еще взяла болгарский перец, вы можете обойтись без него, но с ним будет, так скажем, пикантнее наш пирог. Режем помидор на кубики, также режем перец. Также мы нарезаем тоненькой соломкой ветчину и далее трем на крупной терке сыр. Итак, у нас вся начинка готова. Сейчас мы приступаем к ее выкладыванию на тесто. Первым делом мы выкладываем перчик,
просто равномерно распределяя его по всей поверхности теста. Далее кладем немного помидорки. Почему немного? Потому что помидора дает сок и, естественно, может вытечь. Так. Далее выкладываем ветчину. И посыпаем тертым сыром. Далее мы берем противень, выстилаем пергаментную бумагу, отрезаем, или отрываем, чтобы она у нас не загибалась. Мы делаем с одной стороны вот так вот и с другой. Прекрасно. И берем один кусочек теста с начинкой и начинаем скатывать его в рулет. Так, рулетик один готов, практически мы его оставляем. Берем второй кусочек, также скатываем его в рулет. Колбаса выпала. Ветчина. И таким образом мы скатываем 4 рулетика. Это очень легко получается. Далее при помощи ножа разрезаем рулет на 3 равных части. И проделываем так с каждым рулетиком. Берем часть рулета и выкладываем по кругу, по периметру на противень. Оставшиеся рулетики мы разрезаем еще на 2 равных части и вот таким вот красивым образом складываем и делаем сердцевинку пирога. Сейчас мы все это соединим, смажем яйцом и поставим в духовку. Разбиваем одно яйцо, добавляем немного молока и при помощи вилочки мешаем. Берем силиконовую кисточку и начинаем покрывать пирог яично-молочной смесью. Это даст нам потом красивый такой глянцевый блеск и опрятный вид пирога. Для того, чтобы пирог получился очень красивым, мы можем еще с вами взять кунжут и посыпать сверху на пирог. После чего ставим его в разогретую духовку на 180 градусов на 30 минут. И после этого пирог готов. Прошло 40 минут. После 30 минут я хотела вытащить пирог, но чтобы вы не делали мою ошибку, так скажем, да, смотрите обязательно. На пироге в его сердцевинке был сок.
Это означает, что он еще не готов. Я подержала еще его в духовке 10 минут, и после этого уже, в принципе, сок впитался, и это значит, что пирог наш готов. Сейчас мы переложим его на блюдо и будем пробовать. Друзья, смотрите, я использовала пергаментную бумагу для выпечки пирога, и сейчас мне с трудом удается отсоединить низ теста от поверхности. Чтобы вы не допустили моей ошибки, лучше используйте либо фольгу, которая большей плотности, либо обычный силиконовый коврик. И тогда у вас пирог отсоединится, и, в принципе, вам не доставит это особых проблем. Итак, пирог готов, и я очень хочу сейчас его попробовать и поделиться с вами, как же получилось. На самом деле пахнет, очень безумно пахнет пиццей, я так просто думаю, что это получилось реально похоже на пиццу. Сейчас попробуем. Очень вкусно и похоже на пиццу. Приятного аппетита! Дорогие друзья, я буду рада видеть вас снова на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и готовьте вместе со мной.